канале. Потрясающая погода, лето, солнце, отличное настроение. Сегодня я вам предлагаю приготовить летний конфитюр, который будет вас долго радовать, возможно, даже зимними вечерами. Этот конфитюр будет из ревни и клубники. Потрясающий, ароматный и в то же время полезный, потому что мы будем использовать совсем небольшое количество сахара. Поэтому пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Нам потребуется ревень, я буду использовать свежий, но также можно использовать и замороженный. И для начала, конечно, нам нужно будет его почистить вот таким образом. Всегда, когда вы готовите с ревнем, его нужно обязательно чистить, потому что когда вы счищаете верхние пленки, стебель становится более мягким и более податливым для приготовления и для нарезания. Далее нарезаем ревень небольшими кусочками, примерно по 0,5-0,7 сантиметров. Нарезанного ревня у меня получилось 800 грамм. Добавляем 1 столовую ложку сахара и хорошо перемешиваем. Закрываем пищевой пленкой и оставляем на ночь в холодильнике. На следующий день достаем ревень из холодильника. Посмотрите, какое количество жидкости, сока выделилось из него. Также в этот конфитюр я добавлю клубнику 500 грамм. Общее количество фруктовой смеси у нас получается 1300 грамм. Значит, сахара мы должны взять в 2 раза меньше. И также нам понадобится лимон. Еще мы будем использовать пектин 2 к 1. Пектин можно купить в любом бакалейном отделе, обращайте внимание лишь на пропорции. Выжимаем сок из половины лимона. Нам нужно теперь смешать небольшое количество сахара, а именно 2 столовых ложки с пакетиком пектина. Обычно один пакетик пектина рассчитан на 1 килограмм фруктов. У нас немного больше количества, получается 1 килограмм 300 грамм, но я думаю, что все равно все получится идеально. Нам потребуется толстостенная посуда для варки варенья. У меня вот такой старинный латунный таз. Можно также использовать медную посуду. Высыпаем в нее наши фрукты и добавляем смесь сахара и пектина. Перемешиваем все ингредиенты. Перемешивайте ягоду всегда очень аккуратно и бережно, чтобы она сохранила свою форму и цельность. Как вы видите, готовить я буду на газовой плите, мне так больше нравится. Также я уже поставила стерилизоваться крышки и банки. Надеюсь, вы знаете, как это делать. Ставим ягоды на сильный огонь и прогреваем их до первого закипания. После закипания убавляем огонь на средний и добавляем оставшийся сахар. Перемешивать сахар лучше вот такими встряхивающими движениями. Таким образом ягода у вас останется цельной.
Со временем, нагреваясь, сахар будет плавиться. Вот он уже растворился. Перемешайте аккуратно все ягоды и фрукты от бортика к центру. Этот конфитюр готовится очень быстро. После закипания вы варите 5 минут и все. Убедитесь, что ягоды и фрукты пропитываются сиропом равномерно. Когда на поверхности начнет образовываться белая пенка, ее лучше удалить. Чтобы было легче удалять пенку и быть уверенным, что ягоды хорошо провариваются, нужно делать вот такие круговые движения. Таким образом пенка собирается к центру, и ее очень легко удалять. Кстати, эта пенка очень вкусная, поэтому собирайте ее в отдельную мисочку и пейте с ней чай, как с вареньем. 5 минут прокипел наш конфитюр. Теперь раскладываем по уже стерилизованным чистым банкам. Банки нужно заполнять максимально до уровня крышки, чтобы было как можно меньше контакта с кислородом. Лучше заполнять банку вот таким образом, потому что со временем она нагревается от горячего конфитюра, и ее очень трудно держать, а так будет более безопасно и комфортно. Обязательно чистой одноразовой салфеткой нужно хорошо вытереть край, если на него попал конфитюр, чтобы крышка не залипла. Плотно закрываем крышкой и переворачиваем банку вот таким образом на 15-20 минут. Далее заполняем все последующие банки. Я буду использовать вот такую банку для патэ, только для того, чтобы ее в последующем открыть и показать вам, какой конфитюр у нас получился. Вот такое количество у меня получилось. Далее, когда пройдет 15-20 минут, я переверну банки, дам им полностью охладиться и отправлю для хранения в холодильник. А это остатки конфитюра, который не вошел в банку. Посмотрите, какая у него желеобразная консистенция. Очень красивый, прозрачный и очень вкусный, я уверена. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Эту баночку я приготовила специально для видео, чтобы она легко открывалась. Посмотрите, консистенция очень желеобразная. Ягодки все сохранили форму. Аромат просто потрясающий, как свежая ягода. Посмотрите, какая летняя красота. При таком способе приготовления вы сможете сохранить все полезные витамины и микро-макроэлементы. Приятного вам аппетита и до новых встреч, друзья!